Добрый день, дорогие пекари! Те, кто постоянно смотрит мои видео, помнят, что я оставила часть опары Бига у себя в холодильнике. И многие задавали вопрос, что же дальше с ней делать. Сегодня я вам это покажу. Этот хлеб испечен на опаре Бига, которая провела несколько дней в холодильнике, но не только. Есть еще один секрет. Я надеюсь, он вам понравится. Не забудьте подписаться на мой канал, зовите друзей и близких, будем вместе печь и обязательно ставьте лайки. Давайте приступать к этому замечательному, мягкому, вкусному, ароматному хлебу. Мои постоянные зрители наверняка видели сюжет о хлебе на опаре Бига и помнят о том, что часть опары Бига я оставила в холодильнике. Она там провела 4 дня. И видите, что она уже опала, то есть она потеряла частично свою активность. Можно печь на этой опаре, можно добавить к ней дрожжей, можно добавить к ней закваску, но сегодня я хочу сделать другой рецепт. Сегодня эксперимент. Такого хлеба я еще не пекла, это будет впервые прямо на ваших глазах. Я буду смешивать опару Бига дрожжевую с остатками закваски. Смотрите, у меня здесь остатки, они опали, даже уже немножко водичка отошла. В общем, я буду использовать и то, и то. Я возьму опару. Здесь у меня 260 граммов. Отделю часть, 100 граммов оставлю. Снова покормлю и снова оставлю в холодильнике. Сколько-то остатков закваски. Сейчас скажу сколько. 160 граммов опары. Ну и пусть будет 200 граммов остатков закваски. Вот так вот. Кстати, кислота в закваске очень хорошо взаимодействует с дрожжами. Они друг друга активируют. 360 граммов воды. И смесь муки будет по типу французского деревенского. 50 граммов ржаной муки и 450 граммов муки пшеничной первого сорта. Сразу добавлю соль 12 граммов и начинаем замес теста. Тесто вот такое вот липкое. Замешивайте его, пропуская между пальцами, сжимая, разжимая пальцы, вы промешиваете тесто. Тесто влажное, липкое. Сейчас нужно просто его перемешать, чтобы не было сухих комочков муки. Промесили, соединили. Накрываем крышкой, оставляем тесто постоять минут 30. А в это время к опаре Бига я добавляю 100 граммов муки, 60 граммов воды, снова замешиваю и убираю в холодильник. Через полчаса нужно как следует замесить тесто. Видите, какое оно влажное. Если у вас нет навыка работы с таким влажным тестом, добавляйте воды в тесто меньше, граммов, например, на 40-50. И такое влажное тесто лучше всего и проще всего замешивается отбиванием. Технику я показывала. Оставлю ссылку в описании. Посмотрите. Видите, сразу оно становится не липким, однородным. Таким образом замешиваем минут 5-7. В процессе замеса можно делать небольшие паузы. Сейчас я сделала паузу на 3 минутки, и после нее тесто должно замеситься проще. Я смочила сейчас руки водой. Чтобы не отрывать тесто, подхватываем его скребочком со стола, и вы видите, все, 4-5 движений, и оно замесилось, и оно гладкое и замечательное. Все, больше не нужно ничего с ним делать. Миску смазываем небольшим количеством растительного масла и отправляем сюда тесто. Оставляю его бродить на 30 минут и сделаю обминочку. Через полчаса сделаю обминку теста. Смачиваем стол водой, не сильно, просто чтобы тесто не прилипало. Выкладываем. Хорошее эластичное тесто. Растягиваем его в пласт. Смотрите, как замечательно тянется. В одну сторону потянули, сложили конвертом, в другую сторону от себя и к себе. Моментально сделали обминку и отправляем тесто еще на полчаса. Через полчаса сделаю еще одну обминку. Снова смачиваю стол водой, выкладываю тесто и точно так же его растягиваю. После того, как растянула, складываю и обратно возвращаю в миску. Накрываю крышкой и оставляю еще на полчаса. И еще через полчаса я буду уже это тесто формовать. Мне нравится, как оно бродит, оно приятно пахнет. Заметно брожение. Смотрите, какое красивое тесто. Поделю на 2 части. Получится по 600 граммов каждая.
И делаем предформовку. Когда мы разрезали, предформовку делаем обязательно. Убираем лишнюю муку, чтобы она не попала внутрь. И по кругу заворачиваем срез вовнутрь. Потом переворачиваем и подкатываем тесто в шар. Подформовали, накрываем миской, либо пленкой. И оставляем минут на 10-15, чтобы тесто снова расслабилось. Через 15 минут возвращаемся. Немного склеились заготовки, это не страшно. Берем скребочек и разделяем их. Не нужно, чтобы было много муки на поверхности. Подхватываем тесто, переворачиваем. Немного его дегазируем. Завернули, прихлопнули, завернули, прихлопнули. И можно на себя, можно от себя закатывать рулет. Закатали. Проходимся по боковым швам. Тесто нежное, липковатое. Работать с ним надо быстро. Укладываю в корзинку швом вниз, потому что хочу корочку без мучного налета. Формуем второй. Дальше накрываем полиэтиленом, либо ставим в какой-то пакет и убираем в холодильник до утра. Сейчас у меня 9 вечера, и до утра я их буду расстаивать в холодильнике. Температура у меня +6 на нижней полочке. Ну, как раз расстойка займет часов 12. Как я и планировала, хлеба мои расставились 12 часов в холодильнике. Заметно красиво они поднялись. Сейчас я начну выпекать один, а второй пока отправлю в холодильник, чтобы он у меня не перестаивал. У этого хлеба я хочу сделать глянцевую корочку с посыпкой из кунжута, поэтому выкладываю на мокрую руку, перекладываю на бумагу. Дальше делаю 2 пшика из распылителя и присыпаю поверхность кунжутом. Можно еще немножко прихлопнуть, чтобы он лучше приклеился. Итак, как обычно, берем лезвие и делаю продолговатый надрез. Тесто у меня влажное. Я, кстати, подробно рассказывала, как делать надрез. Оставлю ссылку в описании, посмотрите. Берем разогретую гусятницу, выкладываем в нее хлеб. За бумагу можем поровнять. Накрываем корпусом гусятницы и отправляем в духовку на 15 минут. Через 15 минут нужно снять колпак. Смотрите, как красиво раскрылся. Понижаю температуру до 210 и допекаю еще примерно 20 минут. Первый хлеб у меня готов. Красивый, румяный. Люблю вот такие корочки красивые, загорелые. Бумагу можно использовать еще раз. И возвращаю обратно гусятницу в духовку. Снова разогрею ее до 250 градусов для второго хлеба. Так, ну что, хлеба мои готовы. Выглядят они великолепно. Ну и, наконец, мой любимый запах. Здесь есть закваска, и я это чувствую. И смотрите, какая корочка. Корочка просто фантастическая. Это первый хлеб, он уже немножечко остыл, поэтому можно понять, что у него мягкая корочка. Тот, который пока горячий, его лучше не мять, пускай он остывает. Ну все, даем ему остыть и будем проводить дегустацию. Ну а теперь давайте разрезать нашего героя. Хлеб остыл, и вообще пшеничный хлеб, свежеиспеченный, он самый шикарный. Вот как только он остыл, он самый-самый вкусный, самый замечательный. Какие блистеры у него на поверхности. Сейчас я вам покажу, что такое блистеры. Так, во-первых, смотрим на мякиш. Ну, красота! Красота! Все, как я люблю. Высокая влажность, красивые поры. Замечательный аромат хлеба. Абсолютно нет дрожжевого запаха, зато есть запах заквасочный, замечательный. Такой аромат, даже не знаю, как это передать. Букет ароматов. Мякиш просто сказочный. Смотрите, какой упругий, классный, супер. Так, обещала показать, что такое блистеры. Блистеры – это вот эти мелкие пузырьки на поверхности. Они говорят о том, что тесто очень хорошо выбродило. Видите, какие пузыречки у него под кожицей. Супер. Хочу попробовать корочку. Сказка.
Не мякиш, а просто сказка. Потрясающий. Очень вкусный хлеб. Тончайшая корочка. При этом она хрустящая. Не пережаренная, не горелая. Именно то, что нужно. Нет ни вкуса дрожжей, ни кислоты от остатков закваски. Замечательный букет. Очень богатый вкус и аромат. Я очень довольна этим хлебом. Мне нравится результат. Мне нравится его мякиш, его текстура, его вкус. И вообще он потрясающий. Для тех, кому сложно печь на закваске, кто хочет ускорить эти процессы, вот вариант с опарой Бига, который у нас хранится в холодильнике. Вы ее взяли, замесили и получили потрясающий хлеб. На мой взгляд, способ интересный. Если вам понравилось, ставьте лайки. Ну и, конечно, обязательно подписывайтесь на мой канал, зовите друзей и близких, пусть домашних пекарей становится больше. Ну а мы с вами продолжим печь и испечем еще очень-очень много всего интересного.